Так, друзья мои, доброе утро. Среда у нас. Поспали, проснулись. 8:22. Становимся на молоточке. Будем грузиться. 8:22. Вчера отработала ровно. Можно сказать, без одной минуты. Что хочу сказать. Здесь я был. Уже не мог помнить в темноте. Вот там весы были, где я на весы ездил, помните? Вот. Открываем страну. Нидерландия. 33 или 32 рампа, он сказал. 33 только что чудак занял. Интересный чудак. Ну, они так работают. Приехал и сразу на рампу. Ну, мы сейчас тоже поедем сразу на рампу. Правильно? Я помню, я туда вот тогда ездил. Хелен. Да, я помню, что я тут был. Весы я еще искал, куда-то туда поехал, там по кругу, потом вернулся и потом заехал на весы. Это было. А вчера вечером, конечно, туда заехал. Я не понял, адрес есть, но я что-то какое-то место не помню, знаете, как бывает. Поэтому как-то сейчас мы поедем куда нам надо? На рампу. Ладно, погнали к рампе 32-й. 33-й чудак этот заехал. Хоть у меня погрузка в 9. Я так и не понял, они как-то не работают. Час работает, потом у них перекур. Час работает, потом у них перекур. А в 9 вроде как Витас говорит, у них большой перекур. Надо написать, что я закончил. Думаю, что она тут пипикает? Ну что, друзья, мы начали погрузку сразу. Стали к рампе. Все в порядке. Получил письмо от Эрика. В субботу мне надо будет на сервис ехать. 7:45. Ну поедем на сервис, ладно, что с Витьком-то надо связаться. Итак, ребята, еще раз доброе утро. Все, закончили мы погрузку. Загрузились, оформились. Все в порядке. Как говорил Юрка Косой, можно гнать дальше. Вот здесь выезд лучше, чем вот там с той фигни, потому что там дерево одно с правой стороны, другое напротив. Я помню по прошлому разу, как я выезжал, было достаточно трудно выехать. Еще встречные машины шли. Ну а сейчас посмотрел также, чудак первый раз приехал, два чудака там. Также выезжали там. Я видел, что все выезжают здесь. И поэтому я тоже поехал. Ну что, 250 километров. А Витас говорил, что второй паркинг, сейчас покажу где. Вот там, где выезжает машина. Там типа хороший паркинг, там второе предприятие этой же фирмы. Вот. И что? Там лучше стоять. Не, нигде она выехала. Нет, не здесь, вру. По-моему, следующий поворот. Да, вот, по-моему, здесь поворот налево. Вейкбург. Вандебург. Вот здесь поворот налево, туда прямо едешь. Где-то там.
Там весы вот я там был. И он говорит, что там это тоже вот все, по-моему, одна фирма. Тут предприятие, несколько у них тут участков. Когда я стоял сейчас на документах, да, ну, чтобы узнать, какая рампа будет у меня. Два чудака, вот, экипаж, ну, не знаю, русскоязычные. Вот им сказали, что туда надо ехать на загрузку. То есть там тоже бывает загрузки, не только вот в этой рампе. Раз, два, три, четыре, пять, и вышел зайчик погулять. Поехали. Надо, конечно, остановиться было, но, сами понимаете, груженый, 14 тонн у меня сейчас веса. Будем отправлять, не знаю, что там, сухарики или что там. Печенье, может, какие. В Англию пойдут печенюшки. Ну, отправил я, как говорил, информацию буквально 10 минут назад. То есть, как бы, еще нет у меня задания. Ну, еще рано. Надо же, чтобы я подъехал, наверное. Хотя бывает и буквально присылают. Ну, там, по-моему, в зависимости от километража, сколько ехать. Вчера ехал, как-то не мог вспомнить, что был я тут или не был. Интересно. Память подводит. Потому что, ну, как-то странно. Я же ехал не целый день сюда, я помню. Тоже так стоял. Где-то я стоял на паркинге. Кстати, может, на том паркинге я и стоял. Одном из тех паркингов, которые я заезжал. Потому что это был мой второй или третий рейс. Главное, интересно, что в том задании было у меня обязательно на весы, а в этом почему-то нету задания. Странно. Как-то очень странно. Поэтому я так удивлен, что Витас говорит, у него ничего не было никогда этого задания, какие-то весы там или что. Я говорю, ты невнимательно, наверное, читаешь письмо. Оказывается, не на всех нужно взвешивать. И кого знает почему. А может, у меня по ошибке прислали. И, кстати, да, Эрик потом прислал, что ошибся, это не мне надо ехать на это самое, как он называется, на сервис в субботу. Ну и хорошо. Но по-любому я в субботу еще сгоняю на эту, как это называется, на мойку. А может и в пятницу. Ну, посмотрим, как я приеду. Может быть, я в пятницу вечером заскочу на мойку. Все зависит, как я приеду. Ну, неважно, даже может быть и в субботу, потому что мне 24 часа стоять. Надо. 45-ка мне не нужна. С этим все в порядке. Что еще? Андрей говорил, вот ситуация такая, он поехал на сервис один раз к 8 утра и освободился только из сервиса в 3 часа дня. Ну и полдня ему оплатили как рабочую, потому что он там был на сервисе. Так что, видите, ребята, здесь все... и он говорит, я написал Эрику и спрашивал, what about me? I was in service from 8 till 1500, до 15:00. И Эрик написал, don't worry, I will pay to you half of day. Так что видите, как с этим все в порядке в этой компании. Ну теперь я уже определился с датой, как я говорил, что я 13 недель буду. И Эрик дал добро. Да, ему вообще по барабану, по сути, особенно летом. Да, потому что драйвера все хотят отдыхать, лето, то все, 5-е, 10-е. Но он говорит, единственное, чтобы ты не был very tired, очень уставшим. Потому что когда человек уставший, он начинает много делать ошибок. Ну, это правильно.
Я не скажу, что здесь я устаю очень сильно. Где-то только морально, может быть, что там вдалеке от семьи, но это норма, да, такая вот усталость. Хочется к семье. Но это больше касается, ребята, я так думаю, молодежи, да, которые молодая жена, там маленькие детки. Ну, а мне-то я уже зрелый мужчина, как-то в самом рассвете сил, мне 56, кажется. Да, 56. А вот. И, ну, мне как бы нормально. Я особо так не переживаю. Я как бы, мне другие сейчас цели, задачи. Сейчас наступил такой момент, что мне в данный момент важно заработать. Не упустить шанс заработать побольше. Так скажем. Не того, что я тут зарплата хорошая и урвать. Нет, просто на любой бы фирме я в данный момент бы старался поработать подольше. Ну просто надо мне дом ремонтировать, восстанавливать, переделывать, поэтому нужны будут финансы. Ну, соответственно, конечно, чем больше я заработаю и при нынешнем окладе, тем больше я смогу вложить. Потому что работаю я же не только на дом, мне еще на семью, на жизнь, да, нужно будут денежки. И учитывая того, что тут получается, что приехав домой, у меня еще не будет вся сумма на руках, здесь не платят как раз в месяц, здесь платят раз в неделю. И причем первые 3 недели всегда идут с задержкой, как бы. Поэтому получается, что на 3 недели как бы задержка. И получается так, что я сейчас первую зарплату я получил на 4-й неделе. Последнюю я получу на 3-й неделе отпуска. Так скажем. То есть я буду в отпуске, вот первую неделю получу зарплату, вторую получу зарплату и третью получу зарплату. Типа вдогонку, да? А это, ну, не маленькие денежки. То есть, ну, обеспечен как бы на отпуск постепенно. Ну, это, тут за это не переживаешь. Вот вчера я получил зарплату за 4-ю неделю. По-моему, за 4-ю или за 3-ю, нет, за 4-ю, кажется. Или за 3-ю. По-моему, за 3-ю. Как-то уже я и не считаю. Надо будет просто мне как-то привести записи в порядок, чтобы не потеряться. Не, по-моему, я 3-ю неделю получил. Да, 3-ю. Ой, мне как-то греет, что ли, или мне так кажется. На улице 11,5 градусов. Погода, видите, какая, не солнечная, но тепло на улице. Ветер такой есть, маленький ветерок, но он теплый. О! Сейчас мы будем пробираться до автобана. Ну, напомню, здесь же не Германия, здесь можно ехать с нормальной скоростью 80 км в час и без проблем. То есть, единственное, что машины-то эти местные хотят ехать 90 за городом, да? А я их не пускаю. Да, это их проблемы. Хотя со мной сейчас никого нету, никакой свадьбы нету, так что все в порядке. Ну что еще сказать? Настроение, как всегда, отличное, надеюсь. Голова не будет болеть. От такой погоды частенько голова болит. Поэтому приходится колеса так. Съел и бумитинчик, и нормально. Кстати, по поводу аптеки. У меня полная аптека есть с собой, но она в машине. А с собой здесь у меня, ну, основные средства, типа от головы, горла и поноса. Ну, это реально нужные вещи. Так
которые, ну, нужны здесь, на работе. Ну и хорошо, кстати, что я не поеду в этот сервис, фиг с ним, а то как-то подрываться непонятно, где я буду находиться это время, пока машина будет в сервисе. 2, 3, 5, 6 часов, знаете, где тусоваться, в город ехать, ну, можно в город поехать. Но у меня и так видосы выходят с задержкой. Как-то, понимаете, очень много сил отдаешь, видео тратишь. Это, чтобы одно видео сделать, только отредактировать, это не менее часа надо, а то и больше. На сохранение видео где-то 4 часа идет. Надо сегодня. Ну, все зависит, как мы тут, что у меня по плану. Вот я приеду в 2 часа. Так, я приеду в 2 часа. И потом не знаю куда. Опять может быть какой-то коротенький рейс, типа Брэда. Вчера как там Витас ехал. Витас ехал как-то. Он не на Брэду поехал, он, по-моему, приехал, взял прицеп. И, по-моему, он больше ничего не делал. Он взял прицеп и пошел на погрузку. У него погрузка сегодня там недалеко. А может быть и взял прицеп. Андрюха тоже, вот как и я, сделал на Брэду второй рейс. И потом поехал туда вместе с Витасом, они поехали грузиться там. Бавария какая-то там, завод. Это гнездо, я помню, с правой стороны сейчас. В принципе, я говорю, здесь так не перенапрягают особо. Я вчера мог раньше встать, да, на паузу. За километров 100 даже, да, и спокойно приехать к 9. Вот, и напомню, что у меня погрузка в 9 должна была начаться. Ну, здесь можно и 8. Но я не открывал смену, потому что рампы были заняты все равно. Пошел, получил документы. Он говорит, на 32-ю или 30... Сначала говорит, на 33-ю. Потом второй ему что-то там сказал. Он говорит, ну, либо на 32-ю. Потому что на 33-ю, там, смотрю, голландец приехал, груз привез. И он уже остановился на 33-ю. Ну, на 32-ю встал, ничего страшного нет. Эти подъезды уже к рампам, как этот самый, на автомате делаешь. Вчера в темноте он задом, сдавал в 2 местах, причем достаточно узких. Заехал сначала на эту фирму, на паркинг, не туда, куда надо. Немножко раньше повернул, я чуть не мог вспомнить. Мне как-то немножко коллега как-то меня озадачил, я вообще думал, что я в другое место еду. А потом оказалось, что я еду сюда. Когда уже со второго паркинга начал выезжать и проехал дальше, я увидел, что я здесь был. Вот. И у меня там времени оставалось 5 минут. Он говорит, я сейчас тебе пришлю координаты. Я говорю, нет, Витас, не надо мне уже. У меня 5 минут времени, я уже не буду рассматривать, куда там и что. Если бы я сразу вспомнил, что я здесь был на весах когда, то вообще никаких нет проблем. А я ехал, не мог вспомнить, потому что я пейзаж не узнавал вечером. Фиг его знает почему. Как-то не мог узнать. Я сейчас вспоминаю, а где я тут стоял? Потому что я тоже приехал. У меня была погрузка в 9, я помню. Неужели я тогда с базы ехал? Нет, я тогда не с базы ехал. Я тогда откуда-то ехал. Всякие спамы приходят. Ну ладно, ребята. Сейчас едем до кольца и потом, по-моему, будем уходить уже на бан, на шоссе. За мной там едет какая-то легковая. На 31-ю дорожку, что ли, будем выезжать.
Да, интересная шелка тогда, блин. А где же я там стоял так, что я, блин, стоял? Вот не могу вспомнить. Интересно. Но стоял я тут точно перед ночью, потому что в 9 утра была тоже погрузка. Это я помню. Что-то как переживал, что я там на 10 минут опоздал на погрузку. Ну, из-за того, что искал весы, это было по времени, но вот из-за поиска весов я не туда свернул, потом надо было ехать по этой самой, по сельской местности, там по кругу возвращаться. Ну тут все не так, это когда у тебя реально там какая-то задержка, у тебя какой-то там, да, по-моему, перманент называется у них, фиксированное время. Что за перманент, я не помню перевод, надо посмотреть. По-моему, перманент. Определенное время. Вот. Тогда, да, когда у тебя задержка на полчаса, там, да, тогда надо сообщать. Ну, хотя нет, надо сообщать всегда, конечно, но ты надо смотреть эти ситуации, и особенно, когда ты знаешь, что ты здесь уже был, с этим все в порядке. Волноваться особо не надо, что тебе кто-то что-то скажет, блин, надо было там быть, постарайтесь, летите, блин, такого здесь нет. Все очень спокойно. Главное работать и выполнять свои, как бы, обязанности и требования, да, стандарты компании, когда, что, кому и как сообщать. Холодно стало, было жарко, стало холодно в машине. Вентилятор я включил, не теплый воздух начал, знаете, а холодный. Ну вот сейчас, я думаю, выскочим и поедем дальше. Надо с женой связаться, пообщаться, узнать, как там у нее обстановка дома, как она скучает сильно, как там Джустик наш. Джустик с нами тоже поедет в Белоруссию в этом году. Вот. Так что вот так. Ну все, выходим на трассу и погнали. Погнали в дальнобой. 230 километров. Как видите, мы уже, можно сказать, приехали, но задания у меня пока еще нету. Интересно. Витас погнал в Бельгию. Андрей не знаю где, Михай тоже не знаю где. А вот. Надо будет сейчас приехать, написать сообщение. What's the next? Пока не получу сообщение. Брать трейлер, вернее, прицеп. Я заезжать не поеду, не пойду регистрировать, так скажем. Что они мне скажут? В принципе, груз такой неспешный, так вообще понял, что 15 числа такой должен уйти. Кто знает. Ну так написано в задании, что ты почитаем 15-го. Если я не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Может быть, 10-го, 5-го. А посмотрим. О, пришло задание. Сейчас посмотрим по этому заданию, что у нас. Не, 10-го, 5-го почитаем. Все правильно, все нормально. Это вчерашний груз, по-моему, из Брэда был 15. Ну что это такое? Empty контейнер. Бавария. Ну, как я и говорил, поедем в Баварию, ребята. И завтра 6:30.
Аж зашибись. 100 километров, вроде говорил. Смотрите, сейчас дам прицеп, возьму и на Баварию туда поеду. Ну, Бавария это не в смысле Германия, а на погрузку. То есть как вчера Вита сделал, но только он попал, говорит, в пробку где-то 5:30. Говорит, поздно встал на паркинг, 17:30 на ночь. Нормально, да, так? Вот. Ну, спрошу у него спокойно, где этот самый паркинг там. Так что, как я и, в принципе, планировал, что так и будет. Взгляд такой какой-то странный, такой убитый взгляд у чудака. Устал. Так что займусь сегодня какими делами. Видосами займусь. Отдохну, короче. Надеюсь, надо только, чтобы, только чтобы контейнера не испортили планы. Ну, в смысле, что хороший контейнер, чтобы попался. А чем мы тут стоим? Блин. Нету мест, что ли? Там впереди есть место вроде. Да. Тут и встанем. Вот так. Нормально, приехали. Пойдем. Лицо помоем и оформимся. Поменяли контейнер нормально, очень быстро, кстати, поменяли. Я бы даже уехал бы, если бы не время. Пришлось достоять паузочку. Надеюсь, мне это тут правильно показало, потому что Таха как-то вот... Я, например, на Таха на этом не могу определить, сколько у меня осталось девяток, сколько у меня осталось десяток. Что это такое было? Нифига себе. Извините за мат. Вдруг полки открылись, я их вроде закрыл. Как-то, показывает так. Непонятно. Я его ставлю. Какие-то зачем мне второй драйвер мне показывает? Что мне сдался? Я уже еду. Он мне, какую-то ерунду показывает. Какие-то паузы. Ноль, пауза, что-то. Нормально, встанешь на паркинг, покажут, тебе показывают, осталось там 2 девятки, там 2 десятки. Что-то не показывает. Фигня какая-то. Типа есть функция, 2, показывает, да, но он не показывает. Короче, не показывает мне, просто показывает типа прочерки. Странно. Ёпрасоте. Ну, посмотрим на эту самую. На птичку. Птичку-невеличку. Она, по-моему, с другой стороны у нас будет сейчас. Вот я еду, он даже не показывает, сколько я еду. Потом вдруг врубаю. У меня так пару раз было. Я смотрю, не могу понять, сколько я паузу отстоял. Потом начинаю движение, ёхать, не достоял 2 минуты паузы. Ну что это?
Что в этом хорошего? Птичка на месте, как бы. Сидит. Ой, ладно. Я уже забрал. Птичка на месте. С ней все порядок. Съел банку тушенки сейчас, друзья мои, с хлебушком. Понимаю, что вредно, понимаю, что жирно, но что-то как-то захотелось тушеночки. И съел я ее. Будем кофе пить. Ждать, когда она заработает. Вот. Пипец, меня вот это вот... О, все нормально. Сейчас включилось. 4:27. Нормально. Отстоял нормально паузу, значит. Как-то он тупит, блин. Ничего страшного, конечно, но некоторые вещи хочется знать. Я говорю, например, сколько девяток осталось, сколько десяток. Потому что по моим подсчетам у меня две я использовал пятнашки. А по этому показывает, что одну только использовал. Вот тогда я типа отработал. Получается интересная фигня, что открыл страну, смена не началась, пока на молоточки не поставил. Тут обычно, если ты делаешь какую-то манипуляцию с тахографом, то считай, начинается смена. Ну, фиг его знает. Я там не то, что там типа открыл смену и начал. Нет, я карточку вставлял. Да, вставлял карточку. И, соответственно, может поэтому, что в понедельник я вставлял карточку. И пока молоточки не нажал, он смену не открыл страну. Ой, не открыл смену рабочую. Может быть. Тогда да, тогда понятно все. Потому что на базе мы вытаскиваем карточку. Неважно. 45-ка, 24-ка. Как бы так. Ну а так, ребят, смотрите, 96 километров. К 4 часам, если не будет пробок, то я к 4 часам при полчетвертого буду. Не полчетвертого, ну да, 15:39 показывает. Это я туда приеду. Но я туда не поеду, я заранее установиться на паркинг. Потому что я вот задал вопрос Витасу, он что-то молчит. Но мне бы как бы надо знать. А последний паркинг через 45 километров. Ну такой паркинг. Не просто заправка, а именно паркинг. Но он что-то вчера мне говорил, что у него там вчера какие-то пробки были. Поэтому он долго ехал, где-то до 5:30. Но он не врет обычно, не приукрашает. Говорит, так есть. Так, ну смотрите, первую я прохожу. Пробку, нету пробки, слава богу. То, что я всегда говорю, что об этом. Кстати, сегодня заметили, ракурс другой, да, обычный ракурс. Потому что, ну, буду варьировать, когда так, когда так. Интересно ваше мнение по прошлому. О, Витя что-то прислал. Сейчас послушаю, что он напишет. Он от забора до обеда. Можно смело заезжать на погрузку и все.
Витас говорит, что можно заезжать и там ночевать, и там есть туалет, и там есть кофейный аппарат. Ну окей. Сейчас я у нее еще переспрошу. Когда мы поедем туда, до самого конца. Сейчас выйдем на трассу, спрошу. И еще раз переспрошу, что неправильно ему вопрос задал, то есть можно заезжать на погрузку. Ну сколько тут? 5 километров все равно. До поворота, до съезда. Витас, то есть можно заезжать на территорию и там ночевать, да? Жду ответа от Витаса. Он так рассказывает все подробно и только в самом конце отвечает на вопрос. Он бывает утром рассказывает мне, вот скажем, был на Баварии. Я говорю, окей. Присылаю ему через 2 часа информацию. О, я еду туда, где ты был. Он мне отвечает, о, я вчера там был. Я говорю, Витас, да я знаю, что ты там был. Я поэтому тебе присылаю информацию, еще и говорю, что я еду туда, где был ты. Так, ну что? Не, ничего плохого, он-то хороший человек. Спасибо, Витас, ты так подробно, рассказываешь, но мне в данный момент важно было, я могу туда приехать или ночевать, остальное потом. Потому что много информации сразу, это тоже не есть хорошо. Короче, он мне рассказал все, причем то, что надо делать завтра. Я задал вопрос ему про этот самый. Не, ну он по доброте своей, я ничего не говорю. Короче, что надо будет взять листочек, заполнить, потом с этим листочком перед погрузкой к security, потом с паспортом, потом security пропустит тебя, идешь в какое-то там 4-е окошко. Там дадут тебе 2 бумажки, желтую и синюю. С этими бумажками надо будет выехать и куда-то там. Ну, короче, ту информацию, которую мне все скажут в окошке. Ну, я так понял, что сегодня надо просто приехать, встать и пойти к security, взять желтый листочек, который надо будет заполнить, и завтра утром ему дать. Вот так. Ладно, едем. Вот думаю, где лучше стоять. Наверное, там стоять, чем где-то. Ну хорошо, если там будем стоять 4 часа, приедем,
Ну ладненько. Едем дальше, друзья мои. Вспоминаем былые времена. По таким вот дорогам ездил. Что на фиксе, что в Хейстеркампе. Я понять не могу, что единственная такая дорога, что я уже километров 10 еду по таким вот более узким дорогам. Уже фура стоит. Это, блин, для Витька дороги. Корова худенькая, не наевшая пузо. Остается 4-5 километров до места. Что тут такое? Ватер какой-то. Брабант ватер. Не знаю, что-то интересное. С водой связано. Главное, ни одного кармана нету, чтобы встать, например, на ночь. Удивительно. Во Франции бы это все было. Да и в Голландии, в принципе, должно так быть, но я что-то такого не вижу. Я вот так подумал, а попробую-ка я, знаете, что сделать? Ход конем. Попробую я загрузиться сегодня. А вдруг получится? Так, ну я там надеюсь, там мостик какой-то интересный. Я там пройду по нему. Не, ну навстречу мне шли коллеги, значит я пройду. Потому что как-то я мало, совсем сегодня отработал, 4 часа вождения только. Даже 5 нет. Это странно. Заеду, спрошу. Пойду ходить, бродить там. Это маловато, это 6 часов даже не проехал. Сейчас скажу точнее, сколько отсюда. Ну, 4,53. Ну, это уже, легче. То было вообще 4,03. Мне куда-то вот сюда, в правую сторону, вот через этот канал надо. А потом обратно через канал. Как это интересно. Неужели другого пути здесь нет? Очень удивительно. Я на этот мост заеду, надеюсь. Надо как-то очень хорошо заезжать, кого-то пропускать надо. Прямо грузовикам нельзя. Этого мы пропустили из уважения. Здесь вдвоем не заехать, конечно. Вот, молодец. Пропускает меня. Умный парень. Правильный, так скажем. Направо нельзя грузовикам, но нам туда не надо. Вот карман единственный. И то это автобусная остановка, как бы. Городок маленький, здесь 2,5 километра, здесь гулять можно, в принципе, по сути. Ну, а нам куда едем, там не городок, там что-то другое. Пропустим этого. Давай, быстрее. Блин. Пипец.
Давай. Офигеть, блин. Пропустил. Лучше бы не пропускал. Да, вот бывает. Пропустишь. И все. И начинается. Пурум-пурум-пурум-пурум-пум-пум. 2 километра. О, точно, 2 километра. Сейчас опять через речку поеду. Такс. Надеюсь, у нас главная дорога? Или не будет у нас главной дороги? Там главное будет справа идти. Да, вон я уже знак вижу. Надеюсь, там никого не будет. Ну, тут легко ехать направо. Опять, видите, грузовикам запрещено. Кроме чего-то. Ну да, кроме чего-то. Нет, слушайте, здесь нету нам уступи дорогу. Это у них уступи дорогу. У нас не надо уступать дорогу. У нас главное. Я не буду уступать. Мне не уступали, блин. Так, ну что? Подъезжаем, Бавария. И так, походу, я тут все-таки не был. Вот я не помню. Или с другой стороны куда-то приехал. Это я сомневаюсь, что только вот с одной стороны можно заехать. По-моему, она тут кругом, это Бавария. Хотя не, вот написано Бавария. Мне не надо мне вот эти предупреждения отменить. Я все равно сюда поеду. Интересно, смотрите, там переход или это кафе наверху? Бавария, направо. Нет, это как-то не похоже, что я тут был. Я не могу вспомнить. Сейчас будем искать. Тоже сюда, что ли? Нет, слава богу, автобус сюда едет. Так, будем читать. Ага, грузовикам прямо. Грузовикам прямо. Ага, шлагбаум. Стоять нельзя ночью. Да все, уже не надо перепрокладывать. Вот Бавария нарисована. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А куда нам ехать? Грузовикам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тракс. 1, 2. Надо сюда. Видите, Бавария Бир. Так, ладно, заедем. Что дальше будем делать, я не знаю. Надо куда-то там идти, походу. Ну, там, наверное, паркинг на ночь. Сейчас мы пойдем сходим до этого дяди. Знаем у охраны, что там и как. Как правильно поступать надо. Я думаю, что паркинг вот здесь слева. Потому что он говорит, что здесь туалет есть, душ. Ой, не душ, кофе, по-моему. Сейчас мы просто станем, припаркуемся и все узнаем.
выпрямились. Отлично. Пойдем узнавать, друзья мои. Там, по-моему, паспорт надо брать с собой. Время 16:30. Я уже полчаса как отдыхаю. Пошел попытался, может быть, думал, сегодня загрузят. Не, говорят, дружище, завтра. Тут все просто, зеленую бумажку заполнил, все вписал, куча референс-номеров, короче. Говорит, становись здесь на паркинг и стой до утра. Там все в порядке. С левой стороны идешь в туалет, с правой стороны обходишь бесплатный кофе. Душ, по-моему, на каком-то другом паркинге. И наконец-то я понял, как этот тахограф, а может быть я уже просто забыл, все так показывают. Хотя вчера не показывал. Короче, на паузе, когда я встал уже на стульчик, тогда он показывает мне сколько девяток и сколько десяток. Например, на данный момент у меня... О, сейчас опять не показывает. Интересно, блин. А до этого показывал. Офигеть, вот какой-то он странный. Реально, до этого посмотрел, показывал. Буквально пару минут назад посмотрел, показывает. Интересно. Что-то как-то он не хочет нормально показывать. Вот я вот смотрю. Девятки прочерк, десятки прочерк. Фиг его знает. Может, надо зажигание включить? Ну, блин, реально. Только хотел порадовать, сказать, что нашел, как не показывает. Очень странно. По-моему, здесь можно поставить вождение, ВХ. Нет, не здесь. Где-то тут было, что можно было посмотреть по вождению. Блин, вообще же 60% показывает эко. С этими пробками, конечно. Так, Trip and 4. Тахограф бизи. Ну какая-то вот... Что-то как-то странно. Странно, ребята, реально. Фиг его знает. Ну ладно, я уже хотел порадоваться. Ну все, на этом все в порядке. Блин, хорошо было бы, если бы я сейчас взял груз и уехал бы в порт. Я более себя спокойно чувствовал, чтобы а то вдруг засчитать только полдня. Ну хотя не, по рабочему времени я больше 8 часов отработал. Ну да, это нормально. А то, что драйвинг тайм там у меня 5 часов, 1 минута, это фигня. Ну, займусь сейчас видосом. Что еще сделаю? Да, видосами займусь. Ужин сделаю. Буду отдыхать. Ну что, еще хочу сказать. Все хорошо. Среда завершилась. Среда — это маленькая пятница. А в данной ситуации это ровно половина каденции. Из 13 недель. 6,5 недель, считайте, прошло. Ну и все. Завтра, значит, загружусь здесь. Подвезу в порт. Может быть, как Витас поеду в Бельгию. Ну, посмотрим. Ну, блин, отдыхать в 6:30 только. Они в 6 открываются. Надо будет в 6 часов туда пойти. К ним. И пойти на загрузку. Вот. Ладненько. На этом буду заканчивать, ребята. Все хорошо у меня. При этом из Голландии. Местечко, где... Я не знаю, тут, наверное, тут не производят, а просто тут, наверное, какой-то склад, да, продукции Бавария, типа пива, да, там напитки какие-то энергетические, энергайзеры. Ну вот с этого местечка вам всем привет. Ну и как обычно, ребята, берегите себя, своих родных и близких, и все будет правильно. Чики-пуки. Пока.